Канал Валерия Табакова представляет «Дело Зинченко. Сотрудница СИЗО нарушает закон». Добрый вечер, уважаемые подписчики. Я юрист Валерий Табаков, ведущий этого YouTube канала. На канале я продолжаю освещать резонансное дело Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Сегодня 25 октября 2025 года. И сейчас 21:59 я хочу подробно разобрать ситуацию с обращением якобы от сотрудницы Львовского СИЗО, которое мне передали в электронном виде, и поделиться новым важным открытием. Сотрудница СИЗО, упомянутая в моем предыдущем видео, не имеет права участвовать в общественных организациях, таких как группа поддержки Зинченко. И это открытие поднимает серьезные вопросы о возможном конфликте интересов и нарушении закона с ее стороны. В этом видео я, во-первых, дам полную правовую оценку ситуации, во-вторых, объясню, почему это важно для дела Зинченко, и в-третьих, спрогнозирую, как могут развиваться события, включая вероятность того, что сотрудница СИЗО покинет группу поддержки и понесет ответственность. Мы погрузимся в детали, чтобы вы могли спокойно сделать выводы самостоятельно. Начнем с предыстории. 23 октября я опубликовал видео, в котором рассказал о препятствиях, с которыми столкнулся при попытке получить видеозаписи судебного заседания по делу Зинченко от 21 октября. В частности, группа поддержки, возглавляемая Татьяной Мусихиной, отказала мне в доступе к этим записям, ссылаясь на необоснованные опасения. Я назвал этот отказ проявлением нехороших наклонностей и задал вопрос, чем же позиция и поведение Мусихиной отличается от позиции и поведения Софии Особы. И кроме того, я анонсировал разоблачение о перепродаже футболок с изображением Зинченко, средства от которых предположительно должны были идти на поддержку обвиняемого, а также о нецелевом использовании благотворительных средств, собранных для оплаты работы адвоката. Ну а далее в том же видео я упомянул, что в группе поддержки Мусихиной состоят лица, вызывающие вопросы. Ну, во-первых, это жена оперативного сотрудника СБУ, которая сообщила группе об отмене слежки за Ириной Фарион за 2 дня до ее убийства. И во-вторых, это сотрудница Львовского СИЗО, которая, по моим данным, якобы хочет помочь Зинченко, находясь в учреждении, где он содержится. Эти факты я привел в контексте необходимости гласности и прозрачности судебного процесса, чтобы защитить права обвиняемого и предотвратить возможное злоупотребление. 24 октября я получил электронное письмо от члена другой части группы поддержки Зинченко, не связанной с группой Мусихиной. В этом письме содержалось обращение якобы от сотрудницы СИЗО, упомянутой в моем видео. В обращении утверждается, что я якобы нарушил право на неприкосновенность частной жизни, гарантированное статьей 32 Конституции Украины, поскольку упомянул детали о членах семей лиц, которые, по словам автора обращения, мне сообщили посторонние лица. Однако, во-первых, у меня нет подтверждения, что это обращение действительно написала сотрудница СИЗО, а во-вторых, лицо, передавшее его, не предоставило доверенности на представление ее интересов, что делает обращение юридически несостоятельным. Вчера в предыдущем видео я представил проект официального ответа на это обращение, составленный на украинском языке в соответствии с требованиями делопроизводства. В частности, я подчеркнул, что не раскрывал персональных данных, а упомянул лишь статус лиц в контексте общественного интереса и попросил уточнить авторство обращения. Этот ответ я собираюсь направить официально после того, как получу подтверждение, что он действительно исходит от сотрудницы СИЗО.
А сегодня я хочу, друзья, сосредоточиться на новом открытии, которое существенно меняет ситуацию. Выяснилось, что сотрудница СИЗО как работник государственной уголовно-исполнительной службы не имеет права участвовать в общественных организациях, включая группы поддержки, такие как группа Зинченко. Это делает ее участие в группе потенциальным нарушением закона и поднимает вопросы о возможном конфликте интересов, особенно учитывая то, что Зинченко содержится в СИЗО, где она работает. Давайте разберем это с юридической точки зрения. Ситуация требует тщательного анализа в соответствии с нормами украинского законодательства. Рассмотрим ключевые аспекты по порядку. Мое видео от 23 октября не нарушает законодательство Украины по следующим причинам. Во-первых, статья 32 Конституции Украины «Неприкосновенность частной жизни» запрещает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, предусмотренных законом, таких как общественный интерес, национальная безопасность или защита прав человека. В своем видео я не раскрывал персональных данных, имен, фамилий, адресов, дат рождения или других идентифицирующих сведений ни жены сотрудника СБУ, ни сотрудницы СИЗО. Я упомянул лишь их статус в группе поддержки, жена оперативного сотрудника СБУ и сотрудница СИЗО в контексте обеспечения гласности судебного процесса по делу Зинченко. Таким образом, это не является конфиденциальной информацией, и мои действия подпадают под исключение, предусмотренное частью 2 статьи 32, так как направлены на защиту прав обвиняемого и общественный контроль за справедливостью судебного процесса. Во-вторых, статья 34 Конституции Украины «Свобода слова» защищает мое право как юриста и блогера выражать мнение, задавать вопросы и информировать общественность о возможных проблемах в деле Зинченко. Формулировка в видео «известно что» и призыв «делайте выводы самостоятельно» исключают прямые обвинения, а отсутствие имен делает невозможным идентификацию конкретных лиц. Ограничение свободы слова возможно только при доказанном ущербе репутации или правам других лиц. Но без конкретных данных и прямых утверждений такие претензии не обоснованы. В-третьих, Закон Украины о защите персональных данных номер 2297-6 от 1.6.2010 определяет персональные данные как сведения, позволяющие прямо или косвенно идентифицировать физическое лицо. Упоминание статуса лиц, жена сотрудника СБУ, сотрудница СИЗО, без указания имен, адресов или других данных не подпадает под это определение. Следовательно, требование согласия на распространение такой информации отсутствует, и мои действия не нарушают этот закон. В-четвертых, статья 151 Гражданского кодекса Украины «Защита чести, достоинства и деловой репутации» требует от истца доказать: а. недостоверность распространенной информации, б. причинение ущерба репутации, в. мою вину в распространении такой информации. В моем видео нет утверждений о фактах, а лишь выражение мнения и вопросы к зрителям. Делайте выводы самостоятельно. Отсутствие идентифицирующих данных, имен, фамилий делает невозможным доказывание ущерба конкретным лицам. Кроме того, информация о статусе лиц в группе поддержки связана с общественным интересом, что дополнительно снижает риск исков. Наконец, статья 182 Уголовного кодекса Украины «Нарушение неприкосновенности частной жизни» предусматривает уголовную ответственность только при наличии умысла и идентифицирующих данных. Поскольку я не раскрывал таких данных, а мои действия направлены на общественный интерес, гласность судебного процесса и защита прав Зинченко, уголовная ответственность исключена. Таким образом, мое видео полностью соответствует законодательству Украины и выполняет
важную общественную функцию обеспечения прозрачности и справедливости в деле Зинченко. Теперь перейдем к ключевому открытию. Согласно статье 17 Закона Украины о государственной пенитенциарной службе номер 2260-3 от 23.06.2005 с изменениями, сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы, включая работников СИЗО, обязаны соблюдать строгие ограничения на участие в общественных объединениях и политической деятельности. В частности, во-первых, сотрудники не могут быть членами общественных организаций, если это противоречит их служебным обязанностям. Во-вторых, цель этого запрета – предотвратить конфликт интересов, обеспечить нейтральность и исключить влияние внешних групп на исполнение наказания или содержание под стражей. Группа поддержки Зинченко, хотя и является неформальной, может квалифицироваться как общественное объединение в соответствии со статьей 1 Закона Украины об общественных объединениях номер 4572-6 от 22.03.2012, если она, например, координирует действия участников, проводит акции в поддержку Зинченко, собирает благотворительные средства, публично выступает в защиту обвиняемого. Участие сотрудницы СИЗО в такой группе, особенно с заявлением о желании помочь Зинченко, который содержится в учреждении, где она работает, является потенциальным нарушением статьи 17 Закона о государственной пенитенциарной службе. Это нарушение связано с конфликтом интересов, так как ее служебные обязанности требуют строгой нейтральности, а участие в группе поддержки обвиняемого может повлиять на исполнение этих обязанностей, включая, например, доступ к информации о Зинченко, взаимодействие с ним в СИЗО, влияние на условия его содержания. Нарушение этого запрета влечет следующие последствия. Во-первых, дисциплинарная ответственность в соответствии со статьей 65 Кодекса законов о труде Украины. Сотрудница может получить выговор или быть уволена за нарушение служебных обязанностей. Во-вторых, проверка на злоупотребление служебным положением, если ее участие в группе сопровождалось использованием служебного положения, например, доступом к информации о Зинченко или влиянием на его условия содержания, это может быть квалифицировано как превышение власти или служебных полномочий по статье 365 Уголовного кодекса Украины, что влечет более серьезные последствия вплоть до уголовной ответственности. В-третьих, внутренняя проверка. Мое видео, особенно упоминание запрета на участие в общественных организациях, может привлечь внимание государственной уголовно-исполнительной службы или прокуратуры, что может инициировать проверку деятельности сотрудницы. Таким образом, мое упоминание статуса сотрудницы СИЗО в видео не только не нарушает ее права, но и способствует выявлению возможного нарушения закона с ее стороны. Это делает мою деятельность важной для общественного контроля за соблюдением законодательства в системе исполнения наказаний и подчеркивает необходимость прозрачности в деле Зинченко. Обращение, переданное мне 24 октября через члена другой части группы поддержки Зинченко, не связанной с Мусихиной, не имеет юридической силы по следующим причинам. Во-первых, отсутствие подтверждения авторства. У меня нет доказательств, что обращение действительно написала сотрудница СИЗО. Лицо, передавшее его, не предоставило доверенности на представление ее интересов, как того требует статья 237 Гражданского кодекса Украины. Это делает обращение неофициальным и юридически несостоятельным. Во-вторых, отсутствие конкретики. В обращении не указаны конкретные факты нарушений с моей стороны, а лишь общее обвинение в нарушении статьи 32 Конституции. Для обоснования претензий необходимо доказать, что я распространил конфиденциальную информацию, причинившую ущерб, чего не было, так как я не раскрывал идентифицирующих данных. В-третьих, возможная попытка давления. Учитывая, что обращение передано через третье лицо, а сотрудница СИЗО, возможно, нарушает закон своим участием в группе поддержки, это обращение может быть попыткой группы Мусихиной
или связанных лиц воспрепятствовать моему освещению дела Зинченко. В частности, это может быть связано с их отказом предоставить видеозаписи судебного заседания, что препятствует гласности. Мое видео от 23 октября выполняет важную общественную функцию по нескольким причинам. Во-первых, оно способствует гласности судебного процесса по делу Зинченко, что соответствует статье 55 Конституции Украины, гарантирующей право на защиту прав человека. Во-вторых, упоминание сотрудницы СИЗО и жены сотрудника СБУ в группе поддержки поднимает вопросы о возможных конфликтах интересов, особенно с учетом запрета на участие сотрудницы СИЗО в общественных организациях. Это делает мою информацию актуальной для общественного контроля за соблюдением закона. В-третьих, анонс разоблачений о перепродаже футболок с изображением Зинченко и нецелевом использовании благотворительных средств направлен на защиту прав обвиняемого, так как эти средства, предположительно, должны были пойти на оплату адвоката и обеспечение его защиты. Когда вместо совместной работы ради справедливости создаются барьеры, как это делает группа Мусихиной, и появляются претензии от лиц, чье участие в группах поддержки само по себе может быть незаконным, это вредит общему делу. Моя цель как юриста и блогера – обеспечить прозрачность и защитить права Вячеслава Зинченко, и я не позволю давлению или необоснованным обвинениям остановить эту работу. В предыдущем видео я представил проект официального ответа на обращение якобы от сотрудницы СИЗО, составленный на украинском языке в соответствии с требованием делопроизводства. Для тех, кто не видел, напомню ключевые моменты. Во-первых, я указал, что не раскрывал персональных данных, а упомянул лишь статус лиц в контексте общественного интереса. Во-вторых, я попросил уточнить авторство обращения, так как оно было передано третьим лицом без доверенности. В-третьих, я подчеркнул, что мои действия направлены на защиту прав Зинченко и гласность судебного процесса, что соответствует статьям 34 и 55 Конституции Украины. Полный текст ответа доступен в моем предыдущем видео. Я призываю вас ознакомиться с ним, чтобы убедиться в прозрачности моих действий. Я направлю этот ответ официально, как только получу подтверждение, что обращение действительно исходит от сотрудницы СИЗО. Если такого подтверждения не будет, я расценю это как попытку давления со стороны группы Мусихиной или связанных лиц, чтобы воспрепятствовать моему освещению дела. Ну а теперь к прогнозу развития событий. На основе текущей ситуации, включая новую информацию о запрете на участие сотрудницы СИЗО в общественных организациях, я прогнозирую следующие возможные сценарии развития событий. Первое. Реакция сотрудницы СИЗО. Во-первых, игнорирование ситуации. Это наиболее вероятный сценарий, учитывая, что участие сотрудницы СИЗО в группе поддержки Зинченко может быть нарушением статьи 17 Закона о государственной пенитенциарной службе. Она, скорее всего, предпочтет не эскалировать ситуацию, чтобы избежать внимания к своему возможному нарушению. В частности, она может воздержаться от официального ответа или подачи иска, чтобы не привлекать внимание к своему участию в группе. Во-вторых, официальный ответ. Если сотрудница СИЗО действительно является автором обращения, она может направить официальное письмо с конкретными претензиями. В этом случае я потребую доказательств нарушений с моей стороны, так как отсутствие идентифицирующих данных в моем видео делает ее претензии по статье 32 Конституции необоснованными. Учитывая запрет на ее участие в группах, она, вероятно, избежит дальнейшей эскалации, чтобы не усугублять свое положение. В-третьих, подача иска по статье 151 Гражданского кодекса Украины. Сотрудница СИЗО теоретически может подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, утверждая, что мое упоминание ее статуса причинило ущерб. Однако такой иск имеет низкие шансы на успех по нескольким причинам. А. Я не раскрывал ее имени, что затрудняет идентификацию. Б. Информация о ее статусе связана с общественным интересом. В. Формулировка «делайте выводы самостоятельно» исключает прямые обвинения. Кроме того, ее участие в группе поддержки может быть использовано как контраргумент, подтверждающий законность моего видео. В-четвертых, выход
из группы поддержки. Учитывая, что мое видео привлекло внимание к ее возможному нарушению запрета на участие в общественных организациях, сотрудница СИЗО, скорее всего, покинет группу поддержки Зинченко, чтобы минимизировать риск дисциплинарных мер. Например, она может прекратить активное участие в мероприятиях группы, удалиться из связанных чатов или социальных сетей, публично заявить о выходе из группы, чтобы дистанцироваться от возможных обвинений. Это может произойти тихо, без публичных заявлений, чтобы избежать огласки или под давлением руководства СИЗО, если начнется проверка. Теперь дисциплинарная или иная ответственность сотрудницы СИЗО. Во-первых, внутренняя проверка в СИЗО. Мое видео, особенно упоминание запрета на участие в общественных организациях, может привлечь внимание руководства Львовского СИЗО или Государственной уголовно-исполнительной службы. Если подтвердится, что сотрудница участвует в группе поддержки Зинченко, это может привести к дисциплинарной проверке. В частности, согласно статье 65 Кодекса законов о труде Украины, возможны меры от выговора до увольнения за нарушение служебных обязанностей. Во-вторых, проверка на злоупотребление служебным положением. Если участие сотрудницы сопровождалось использованием служебного положения, например, доступом к информации о Зинченко или влиянием на условия его содержания, это может быть квалифицировано как превышение власти или служебных полномочий по статье 365 Уголовного кодекса Украины. В таком случае возможна уголовная ответственность, хотя это менее вероятный сценарий без конкретных доказательств. В-третьих, инициирование проверки общественности. Я рассматриваю возможность подать официальный запрос в Государственную службу исполнения с просьбой проверить участие сотрудницы СИЗО в группе поддержки как форму общественного контроля. Это может ускорить внутреннюю проверку и повысить прозрачность в деле Зинченко. Если подписчики поддержат эту инициативу, я подготовлю и опубликую такой запрос в следующем видео. Теперь о реакции группы Мусихиной. Во-первых, группа поддержки, возглавляемая Татьяной Мусихиной, может усилить давление на меня, распространяя контраргументы в соцсетях или СМИ, чтобы дискредитировать мое освещение дела. Например, это могут быть обвинения в клевете или попытки представить меня как препятствие их деятельности. Однако без конкретных доказательств нарушений с моей стороны такие действия будут неэффективны. Во-вторых, учитывая внимание к сотруднице СИЗО, группа Мусихиной может дистанцироваться от нее, исключив ее из активных участников, чтобы избежать ассоциации с возможным нарушением закона. Это может быть сделано публично, например, через заявление в соцсетях, или тихо, чтобы сохранить репутацию группы. В-третьих, группа может продолжить отказывать в предоставлении видеозаписей суда, что усилит мои подозрения о непрозрачности их действий и подтолкнет меня к дальнейшим разоблачениям о перепродаже футболок и нецелевом использовании средств. О реакции общественности и СМИ. Во-первых, мое видео может привлечь внимание СМИ, особенно если информация о запрете на участие сотрудницы СИЗО в группах поддержки подтвердится. Это усилит общественный интерес к делу Зинченко и повысит давление на группу Мусихиной и СИЗО для обеспечения прозрачности. Во-вторых, подписчики и другие части группы поддержки Зинченко, не связанные с Мусихиной, могут поддержать мое освещение, предоставив дополнительную информацию о действиях группы или нарушениях. Это может ускорить разоблачение, которое я анонсировал. В-третьих, в худшем случае возможны попытки троллинга или негативной реакции в комментариях от сторонников группы Мусихиной, но это не создаст юридических рисков, а лишь подтвердит актуальность моей работы. Мои дальнейшие действия. Во-первых, я продолжу освещать дело Зинченко, сосредоточившись на гласности и защите прав обвиняемого. В следующих видео я представлю доказательства перепродажи футболок и нецелевого использования благотворительных средств, если они будут подтверждены. Во-вторых, я направлю официальный запрос в Государственную службу исполнения для проверки участия сотрудницы СИЗО в группе поддержки, если получу дополнительные данные, подтверждающие ее действия. В-третьих, я сохраню все документы, переписку и свидетельства, связанные с этим делом, чтобы защитить свою позицию в случае исков или проверок.
Уважаемые зрители, дело Зинченко – это не только судебный процесс, но и борьба за прозрачность, законность и справедливость. В частности, во-первых, если вы поддерживаете эти принципы, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь этим видео. Во-вторых, если у вас есть информация о деле Зинченко, действия группы Мусихина или участие сотрудницы СИЗО в группе поддержки, пишите в комментариях или связывайтесь со мной через контакты в описании. В-третьих, ваша поддержка и информация помогают мне продолжать эту работу. Следите за обновлениями, впереди еще много важного. От разоблачений о перепродаже футболок до новых деталей о деле Зинченко. Делайте выводы самостоятельно, а мы пойдем дальше. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. И до встречи в следующих видео.